Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что не просто смотрите, лайкаете, пишите комментарии, обсуждаете все происходящее, но и просите новых гостей, да, для того, чтобы на канале больше было мнений. Очень много было запросов на интервью со Спиридоном Келенкаровым. Он на связи здесь. Спиридон Павлович, приветствую вас. Да, добрый день. Начать наш разговор я предлагаю с тех кардебалетов, которые устроил Зеленский. Танцы вокруг демократии, произвола ТЦК, ну и, конечно, назначений, переназначений. У нас в стране, в Украине уже новое правительство. Но заметили, как красиво играют? Никто. Корецкий, что? Корецкий и Корецкий. Кима достали, перетасовали всех. Сегодня вот сообщил Зеленский о том, что вот Клименко, бывший главный полицейский, он теперь будет секретарем СНБО, соответственно, Умеров может быть свободен и поехать себе к родственникам домой в США или там по турецкому паспорту в Турции отдохнуть. Нормально поработали. То есть перестановки и конфигурации скрываются за ширмой картонок и вот этим скандалом с Федоровым. Насколько, на ваш взгляд, он деланный и ровно для этого, для того, чтобы сохранить и вот выстроить вот эту конфигурацию рукотворной? Знаете, Саш, начну я с того, что у меня хороших новостей для вас нет. Вы плохие слушать будете. Вот это, конечно, безумно интересно наблюдать за всем, за всей той чехардой, которая происходит вокруг правительства, но какое это имеет значение как для украинцев, так и для внешних игроков, если мы исходим из того, что у каждого министра в отдельности нет своей субъектности, и в целом у правительства нет своей субъектности. Мы можем сколько угодно называть фамилию, даже не нужно запоминать фамилию Корецкий, потому что это ни к чему, потому что мы все прекрасно понимаем, что в этой стране есть один человек, и жнец, и кузнец, и на дуде и грец. Он возглавляет как законодательную, как исполнительную, так и судебную власть. Есть ли смысл это обсуждать? Ну, наверное, можно пообсуждать. Это безумно интересно наблюдать за всем тем, что там на самом деле происходит. Но логически дать ответ, почему это происходит, невозможно, потому что нет никакой системы координат, нет никаких критериев оценки. Ну вот сложно, например, оценить, да, почему нужно было увольнять правительство Свириденко, как точно так же сложно ответить на вопрос, зачем его нужно было назначать. В чем была причина увольнения прошлого правительства? Вот как оценить правительство Шмыгаля? Вот он работал эффективно или неэффективно? Какой критерий оценки? Ну, можно было бы сказать, для людей критерий оценки – это рост их благосостояния. Да? Но в условиях войны, наверное, это не очень объективный критерий. Да? А какой следующий критерий? Ну, наверное, каждое правительство, это, кстати, требует Конституция Украины в том числе, должно заходить с какой-то программы, да, от которой мы с вами можем оттолкнуться, и по истечении определенного срока мы можем оценить деятельность этого правительства. Кстати, та же самая Конституция предусматривает, что после назначения правительства год оно может работать. Ну, после переназначения правительства у них есть иммунитет. Ну, давайте обо всем этом забудем, потому что мы с вами живем не в парламентской республике, мы с вами живем не в президентско-парламентской республике, мы с вами живем в офисно-президентской республике. А в президентской республике нет никакой конституции. Есть только политически мотивированные решения, которые принимаются одним человеком, исходя из своих неких политических интересов, которые он хочет реализовать в данный текущий момент. Так ну, а что за интересы? Это. Ну, смотрите, во-первых, вот эта вся история, она очень стремительна. И ровно после, ну, как все написали, и как все мы видели и наблюдали, то есть, ну, неделю назад фактически, ну, чуть больше, встреча Зеленского и Трампа, и тут он приезжает, окрутнулся, быстренько со всеми провел собеседование, Терехову только ничего не досталось, так просто поговорил, да и все, и начал перетасовки. Соответственно, что им движет? Вот же в чем главная загадка вот этих всех. Мне кажется, здесь есть здесь, наверное, целый ряд обстоятельств, которые вынудили его принимать такое решение, как внешних, так и внутренних. Накопилось слишком много проблем, произошло слишком много событий, начиная там от терактов в Монако и борьбой с украинских спецслужб и много еще чего, ну и внешние факторы. Вы видели уходящего Кира Стармера с поникшей головой? Видели, да? Так на самом деле вы должны понимать, что Кир Стармер уходит не только с поста премьер-министра Британии, он уходит и с Украины в том числе. Он уходит с Украины в том числе, потому что центр принятия решений по Украине перемещается из Лондона в Вашингтон. Это очень болезненный процесс.
Его пройти будет достаточно сложно. Я вам хочу сказать, Зеленский на самом деле в зоне большого риска в связи именно с этими протестами, потому что слишком много его связывало с британцами, и достаточно длительный период времени британцы имели очень серьезное влияние на военно-политическое руководство страны, как на стратегическом уровне, так и на уровне тактическом, с точки зрения планирования и проведения определенных там специальных операций в отношении России. И, кстати, мы сейчас тоже наблюдаем за всем этим. Очень потешно, конечно, смотреть за всем тем, что сейчас происходит на Украине, вокруг Министерства обороны и Федорова, да, когда, смотрите, российские МПЗ атакуют британские, немецкие и американские беспилотники, наводит их американская система, да, эти беспилотники, а Федоров молодец, он реформатор. Ну, как это связано, никто объяснить не может. И к тому же, вот, например, да, мы опять же обсуждаем этот скандал, да, вот Федоров, там увольнение и так далее. Скажите мне, вот в принципе, да, вы себе вообще как представляете проведение каких-нибудь ощутимых реформ в таком сложном и непростом, очень сложном министерстве, как Министерство обороны, за полгода? Вот как это вы себе представляете? Очевидно, речь идет не о реформах. О чем идет речь? Речь идет о том, что 26 июня Зеленский объявил о неком 40-дневном плане по принуждению России к миру. После этого он полетел на саммит вместе со своими западными партнерами и вместе с Макронами, Мерцами и Стармерами убедили Трампа в том, что есть план по принуждению России к миру. Он требует 40 дней. Трамп, увлеченный вопросами Ирана, отмахиваясь от Украины как от назойливой мухи, кивнул головой и сказал: хорошо. Почесал Зеленскому за ухом, вот, сказал очень лестные слова на саммите НАТО, да, мы это все помним. Даже украинская сторона была удивлена риторикой Дональда Трампа, но я хочу вам сказать, это скорее для Зеленского, ну, негативный сигнал, чем позитивный. Обычно, вы знаете, когда кабана на Украине колят, ему обычно за ушком чешут. Вот. Это примерно было то же самое. Вот я просто хочу себе представить, когда вот 3 августа закончится этот 40-дневный дедлайн, да, и наверняка они будут встречаться с Трампом. Ну, Трамп, наверное, спросит у них: ну как вы там Путина принудили к миру? Нет, не принудили, не получилось, да? Ну, раз не получилось, тогда слушайте суда. И вот то, что будет уже говорить Трамп после 3 августа, я думаю, очень не понравится и Зеленскому, и его западным спонсорам. А в отношении Британии, ну, смотрите, они за время этого конфликта неплохо пристроились. Вот мы с вами наблюдали, как они, контролируя военно-политическое руководство Украины, да, фактически координировали всю работу как правительственных структур, так и военных, да, условно говоря. И если мы с вами наивно полагаем, что некий Миндич, который, я извиняюсь, слово «жопа» пишет через мягкий знак, смог организовать такие коррупционные схемы, используя международные финансовые структуры, выводить миллиардные ресурсы за пределы Украины, что это Миндич такой гениальный человек, то вы очень глубоко ошибаетесь. Потому что вся эта коррупционная машина, вот эта стиральная коррупционная машина на Украине работала только благодаря тому, что британцы предоставляли свои финансовые структуры для того, чтобы выводить эти деньги абсолютно безопасно за пределы Украины. Ну, проще Причем говоря, они не просто- офшоры, острова. Абсолютно, да, абсолютно. И очень неплохо они в свое время осваивали многомиллиардные финансовые потоки, которые шли с Соединенных Штатов Америки, а потом они осваивали финансовые ресурсы, которые шли из Европы. И всем было хорошо, просто дурных денег было много. Сейчас дурных денег нет. И все. И закончился этот благоприятный период для Британии. Да? Но как Зеленскому из этой истории выскочить? Вот же в чем вопрос. И я считаю, что на самом деле Зеленский в зоне очень большого риска. Он слишком много знает, он слишком сопричастен ко всему тому, что происходило. И к тому же, давайте мы вспомним, а кто формировал это правительство Свириденко. Мы же помним, да, это же была инициатива Ермака. Ее же даже там называли стюардессой Ермака. Ну, мы знаем, по каким причинам. Да, она предоставляла борт правительственный для того, чтобы Ермак, не имея на это права, передвигался на этом самолете, куда ему захочется и когда ему захочется. Вот. Ну, вот это было последнее правительство, которое назначил Ермак. А кто такой Ермак был? Это не тот человек, который за руку завел Зеленского на приватную встречу с главой МИ-6. Это же был
тот самый Ермак, правда? Ну все, а Ну, теперь, Ермак никуда не что делать? делся. Теперь надо как-то перестраиваться. Ну, Ермак, Ермак никуда не делся, да. он... Безусловно, пока его влияние есть, но поверьте мне, оно уже совсем не то, которое было. А вот давайте, Оно уже давайте далеко не то. порассуждаем на этот счет. Что имею в виду? Значит, вчера «Украинская правда» сливает вот такой какой-то... Ну, опять-таки, это же непроверяемая история. Ну вот, даже вот там не журналистский Минстрой, это только могут какие-то спецслужбы подтвердить или опровергнуть, что Ермак вчера встречался с Сырским. Он к нему приехал и, так сказать, ну, поговорил. На фоне чего это происходит? И вот тут, наверное, главным, потому что я понимаю ваш скепсис, оно так и выглядит. Достаточно все виртуально, бирюльки, вот эти все, скажем, там, телодвижения, тут картонки, тут люди, ой, у нас демократия, даже во время войны, говорит Зеленский, который говорит, это в России выборы, у нас война, идите вон, политики, не думайте. И он вот этот вот, как бы, прикрывает, вот этот фиговый лист прикрывает главное. То, что сказал Федоров, я на последних эфирах вообще вот обращаю на это внимание со вчерашнего дня всех. Это атомная бомба внутри ВСУ. Это атомная бомба внутри армии. Сегодня уже многие военные, плюс-минус медийные, которые там описывают фронт, которые военные украинские, они говорят, а на нас давление, потому что мы поддержали Федорова, а на нас давят. А что сказал Федоров? Говорит, главкома надо менять. Система построена на интригах, коррупции. ТЦК – это непосредственно его вотчина, поэтому я ничего не комментировал и ничего не могу сделать. То есть фактически, соблюдая вот такой дружеский, ну, как бы с Зеленским, да, вот этот, скажем так, пиетет, да, вот статус-кво, он же просто разорвал изнутри украинскую армию, причем спичем своим. Это единственный политик оказался, который не ушел просто в тень, и потом, как Мендель, помните, всплыла она уже потом, когда нужно было американцам, они к Такеру ее завели, там, или там внутри украинским группам определенным. Все же уходили молча, зашили рты и ушли, и, в общем, поминай, как звали. А тут мы видим вот такой уход. И сегодня продолжаются вот эти картонки, соответственно, есть какая-то, или делают нам вид, что есть какая-то сила, которая способна влиять непосредственно на войну, непосредственно внутри. Как вся эта чехарда отразится на двух компонентах? Первое – состояние ВСУ, и второе – ТЦК. Там многие шутили в соцсетях, говорят, вот эти люди, дети, ну там студенты, которые там Федоренко или путают фамилии, там некоторые шутят, говорят, надо Федоровича вернуть. Ну там на картонке Федоров, Ич, да, то есть вот так вот, верните Федоровича. Ну это как в юмор, но в каждой шутке есть доля шутки. Как это отразится? Некоторые люди шутили, что это люди, митинги за ТЦК. То есть Федоров ничего не сделал, и вот так оно и будет. Более того, будет даже хуже этот произвол ТЦК. То есть ТЦК и ВСУ что получили или что, так сказать, оторвалось от них во время этого скандала? Давайте мы начнем с последствий или тактики, которую будет реализовывать украинская сторона в связи с уходом Федорова. Я вас уверяю, в связи с уходом Федорова атаки на Россию со стороны Украины, они только усилятся. Почему? Потому что Зеленскому нужно будет доказать, в том числе украинскому обществу, что атаки на Российскую Федерацию – это не какое-то ноу-хау Федорова. Да? Вот Федорова нет, а атаки продолжаются. Это будет? Значит, и будет какой-то период времени, безусловно, будет. И Россия, надо сказать, к этому готовится. Они это все прекрасно понимают и осознают. То дело же не в Федорове. Я еще раз говорю, атакуются территория России западными дронами, наводятся они западными системами. Какое к этому имеет отношение Федоров? Он, конечно, молодец, что чужие заслуги в этом плане он присвоил их себе и конвертировал их в свой политический успех. Ну, наверное, в этом его главная заслуга внутри Украины. Да? Вот вы обратили внимание, как он красиво уходил? Как организован был брифинг? Да? Они же готовились к этому. Когда я говорю они, вот вы сейчас дали информацию по поводу встречи значит, Ермака с Сырским. Вы эту встречу видели? И я не видел. Она была? Я не знаю, а кто вбросил эту информацию? Украинская правда? А кому она принадлежит? А за Федоровым кто стоит? Ну, давайте, мы же все-таки уже давно в этой политике, да, и мы должны понимать,
как эта вся машинка работает. Она работает очень просто. Да, Ермак токсичный. Да, Федоров высказался негативно в отношении Сырского. И тут же вбрасывается информация о том, что Ермак встречается с Сырским. Кому эта информационно идет на пользу? Ну, тем, кто стоит за Федоровым, самому Федорову. Ну, это же очевидно и понятно. Но это все информационный шум, понимаете? А вот вы правильный вопрос подняли, да, в отношении того, как это все повлияет на процессы в отношении там ТЦК, людей. Это же вопросы, которые волнуют обычных людей. Но я вам хочу сказать, что при всем том, что кто только не говорил о необходимости реформирования ТЦК, никаких реальных реформ ТЦК провести на Украине уже невозможно. По одной единственной причине. Украинская власть потеряла доверие украинского народа. И какие бы вы сейчас не придумывали формы, методы мотивации людей идти воевать, они не будут работать. В первую очередь потому, что никакого доверия к этой власти нет. И восстановить это доверие невозможно. Какой вывод мы из этого сможем сделать? Очень простой. Что никакой альтернативы у власти насильственной мобилизации нет. Мы можем обсуждать, как усилится эта мобилизация, да, кто в ней будет принимать участие, да, какие новые формы, методы насильственной мобилизации они могут придумать. Но говорить о том, что можно реформировать ТЦК таким образом, чтобы соблюдать права и свободы людей, вы этого уже провести не сможете. Уже это невозможно. Это ошибки, которые уже исправить невозможно. Утерянное доверие вернуть невозможно. Какие бы вы деньги людям не сулили. А после всех этих коррупционных скандалов, после всех этих скандалов в структурных подразделениях ВСУ, после этих убийств, которые там произошли, как в ТЦК, так и в подразделениях ВСУ, каким образом это все можно сделать? Поэтому не надейтесь и не питайте никаких иллюзий. У этого режима нет никаких других способов, кроме насильственной мобилизации. Они единственное, что могут сделать, это сузить круг людей, которые претендуют на бронь, и расширить круг людей, которые подпадают под мобилизацию. Почему они вынуждены это делать? Потому что это тот самый неписанный контракт, который заключил режим Зеленского с западными партнерами. Суть его очень простая и понятна. Западные партнеры финансируют и поставляют вооружение, Украина обеспечивает фронт живой силой. И никаких других альтернатив тут нет. И если одна из сторон не выполняет взятые на себя обязательства, контракт перестает действовать. Когда мы говорим о том, что мир, вот надо сесть, о чем-то договориться, я хочу задать простой вопрос. А вы серьезно считаете, что вот эти люди, которые сегодня представлены в структурах украинской власти, они заинтересованы в том, чтобы был мир? А они вообще имеют представление, а что делать с этой страной в случае, если этот мир настанет? Вот с разрушенной экономикой, с разрушенной энергетикой, а психоэмоциональное состояние Так а украинцев. зачем им? Вообще, Подождите, вы сами себе противоречите. Ну, стойте. Спиридон Павлович, вы говорите, что почему? войной управляет Запад, Да. и тут вдруг, откуда ни возьмись, возникает вопрос, а что они будут делать с этой страной? То, что Запад скажет, то и Да. будут делать. Да, конечно. Так вот, может же наступить период, когда станет необходимо всерьез обсуждать вопрос урегулирования конфликта? Может быть такой период, да. А вот что дальше с этой страной делать? Вот украинская власть на эти подскажет. вызовы адекватно отреагировать не может, потому что у них никакого представления, как жить в этой стране в условиях мира, нет. Почему? Потому что они понимают экономику войны. Они ее понимают, они к ней приспособились. И я думаю, украинское чиновничество, ну, которое, по крайней мере, ближайшее окружение Зеленского, так хорошо не жило, как во время войны. Потому что надо объективности ради еще и сказать о том, что, конечно, на Украину такого финансового потока не было за всю историю независимости. Я просто помню довоенные времена, когда правительство на каких-то приемлемых условиях выбивало себе кредит в 1,5 миллиарда, это был какой-то праздник. Понимаете? А сейчас люди оперируют там суммами 100 миллиардов, 200 миллиардов, 350 миллиардов. Да? Это же огромный поток финансовых ресурсов. Вот. Они понимают, как управлять и жить с экономикой войны. Как жить с экономикой мира, они не понимают. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что интерес к Украине со стороны их западных союзников пропадет ровно в тот момент, когда они перестанут быть копьем Запада против России. Все. Мы сейчас вот часто обсуждаем вопрос, да, вот эти противоречия по урегулированию конфликта по Донбассу. Зеленский как говорит? Мы Донбасс не отдадим. Какой Донбасс вы не отдадите? Вы Донбасс потеряли в 2014 году.
Вы Донбасс потеряли в 2014 году, когда самолеты сбросили первые ракеты на площадь Героев Великой Отечественной войны, вы людей потеряли, которые там живут. А Донбасс – это люди. Вы их потеряли. О каком Донбассе вы говорите? О части территории, которая там осталась 20%, славянско-краматорская агломерация. Ну, давайте мы на одну чашу весов положим славянско-краматорскую агломерацию, а на другую чашу весов положим Харьков, Киев, Одессу, Николаев, Запорожье, Львов. Ну, так вы мне скажите, как? Приемлемое это решение? Или давайте мы будем продолжать войну? Ну хорошо, ладно, вы считаете, что политически вы не можете принять решение и пойти на определенные условия урегулирования этого конфликта. Но у всего же этого есть последствия. И мы их сейчас видим. Они же происходят сейчас на наших глазах. Если они там еще, условно говоря, хвастаются тем, что в малом небе есть некое преимущество Украины, я имею в виду дроны, да, то в большом небе нет этого преимущества. Я имею в виду самолеты и баллистика. Но давайте мы не будем сравнивать, да, возможности баллистической ракеты и дрона. Вот когда говорят, мы успешно поразили там, условно говоря, какое-то предприятие НПЗ там на территории Российской Федерации. Саша, вы были на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе когда-нибудь? Ну, один раз был, да. Один раз были, да? Вы вообще масштабы этого объекта видели? Ой, да его с 2014 года бомбили, и никак не разбомбили. Это просто огромнейший объект, который, конечно же, никаким дроном разрушить невозможно. Но информационно преподнести это, конечно, можно. В этом плане они большие специалисты. Это, пожалуй, единственное, что они могут делать профессионально, это преподнести это как свой медийный успех. Вообще, мне кажется, горизонт планирования украинской власти это даже не месяцы и не годы. Это сутки. А эффективность их работы оценивается исключительно какой-нибудь информацией в ленте новостей. Вот так они живут. Понимаете? Ну, Если это тут он появился... яркий пример, вот это здесь, ну, вот это Азовское море, танкеры, Черное море, Азовское море, российские, там, говорят, российские, там, теневой флот поразили. И так вот, ну, у нас же как журналисты, все эти ленты, вот это все, как пишут, они говорят, вот там утопили. Елки-палки, там 100-500 танкеров утопили, они все, там же экологическая катастрофа, там того Азовского моря, вы о чем? Там же грузы, там же это все. Нет, ну все прекрасно понимают, что летит маленький дрон, поражает большую цель, Саш, железную. Ты понимаешь, Саш, вот ты же понимаешь, что, например, да, здание Верховной Рады, администрация президента, правительство, они до сих пор существуют только по доброй воле Российской Федерации. Это вовсе не потому, что Зеленский может эффективно их защитить. Ну, это же понятно, да? Ну, потому что информация, которую дает украинская сторона о невозможности сбивать баллистические ракеты, это означает ровно то, что ну, это просто может быть целью, да, которая ну, может легко быть достигнута, потому что ну, противодействовать этому нельзя. Поэтому, когда говорят, что кто идет на эскалацию этого конфликта, ну, мы понимаем, кто эскалирует этот конфликт. Опять же, если оценивать с точки зрения Запада, да, скажите мне, сколько российских танков сегодня бороздят просторы Европейского Союза? Ни одного. Сколько российских дронов прилетело на территорию Европейского Союза? Ни одного. Сколько баллистических ракет поразило там какие-то объекты на территории Европы? Ни одного. А сколько таких же ракет прилетело на территорию Российской Федерации? Тысячи. А сколько танков бороздило Курскую область? Десятки. И британских, и американских, и немецких. Так кто идет на эскалацию конфликта? А сколько волн расширения НАТО было? 5 или 6? Да, это они для чего расширяли НАТО? Для того, чтобы лучше услышать Россию. Так Россия говорит, а Европа не слышит. Но Европа очень неплохо пристроилась. Когда она ценой жизни украинцев фактически воюет с Россией, да, реализуя какие-то свои геополитические стратегии. И граждане не погибают на этой войне. Не погибают. Вы знаете, я с удивлением, наблюдая за многими, в принципе, украинскими эфирами, иногда просто поражаюсь. Когда некоторые эксперты говорят, наша цель создать для России такие условия, которые вынудят Россию принять непопулярное решение о частичной или всеобщей мобилизации. Я хочу спросить, а вам это зачем? Ну вот я просто хочу спросить, вам это зачем?
А что вы можете ответить? Чем вы можете ответить на такого рода решение, если оно будет принято? Ну, даже вот 500 000 человек, чем может ответить Украина? Ну, надо же немножко прийти в себя, наверное, уже как-то выскочить из этого информационного ада, в который поместили людей, да, и пытаются им преподнести это как большую победу. Но надо как-то реально оценивать происходящее, да, потому что то, что мы читаем в лентах новостей, это безумно интересный, фантастический рассказ. А тут на Земле происходят совершенно другие вещи. И каждый день ракеты летят по украинским городам. А я хочу спросить, мы избрали кого на должность президента? Да? Человека, который отвечает за безопасность этой страны, или попрыгунью-стрекозу, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, а мороз катит глаза. А что будем делать зимой? Ну вот сейчас они обсуждают вопрос правительства. Просто удивляюсь, да, говорит, вы знаете, надо Корецкого назначить премьер-министром, потому что нам надо готовиться к зиме. Здрасте, приехали. А если бы не война, то не надо готовиться к зиме? Надо. А сейчас война, тем более надо готовиться к зиме? Да, надо. А почему Корецкий должен этим заниматься? Мне кажется, все-таки должность премьер-министра, она охватывает более широкий круг вопросов, нежели энергетический сектор, правда? А там же у нас кто в энергетическом секторе? Шмыгаль? Это тот самый, который был главой правительства. Он одновременно является и первым вице-премьером, и министром энергетики. Да? Это тот самый, который вот буквально недавно получил из рук президента орден Ярослава Мудрого за некие успехи. Так при чем здесь подготовка к зиме и премьер-министр? Ну при чем здесь это? При чем одно к другому? Вообще это плановые мероприятия, которые должно проводить правительство. Причем начинаться эти мероприятия должны с первого дня завершения отопительного сезона. Люди, вот скажите, за все время существования независимой Украины, кто из людей вообще думал о том, что правительство каким-то образом готовится к осенне-зимнему периоду? Сколько мазута завезли, сколько угля завезли. Там это. Ну, это была рутина, это были такие плановые мероприятия, никому не интересны. Это считалось обыденным делом, да? Сейчас это преподнесли как, я не знаю, бог ведь что, и есть только один спаситель. Вот если не Корецкий, то все, мы эту зиму не переживем. Ну, серьезно, это так? Ну, у него 3 А вообще вы не задачи. думаете о том, что для того, чтобы пережить зиму, надо решить главный ключевой вопрос, как-то завершить этот конфликт. Иначе непонятно, с чем вообще Украина подойдет к этому осенне-зимнему периоду. И я не исключаю, что эскалация, вот которая сейчас мы наблюдаем в виде 40-дневного некого плана, да, принуждения России к миру, может закончиться тем, что осенью начнутся основные удары по энергетической системе Украины. И что с этим делать? А Зеленский выступает там на международных площадках и говорит, слушайте, ну Европе надо бы готовиться предоставить Украине энергетический пакет дополнительный. А есть такие деньги у Европы? А возможности такие есть? А вот эти ТЭЦ, которые были разрушены там в Дарницком районе, огромные, которые обслуживали тысячи домов, а какую-то альтернативу прошлое правительство предложило, может быть, на крышах домов установили мини-котельные, которые гораздо сложнее атаковать. А может быть, придумали какую-то новую схему, как обеспечить людей теплом. Получится ситуация, при которой старое правительство ничего не сделало, новое пришло, еще не успело ничего сделать. Да кто будет виновен в прохождении осенне-зимнего периода? И никто не виноват. А никто Ну, не Россия, виноват. кто? Путин виноват Да, будет. ну понятно, ну хорошо, ладно. Если это как-то согреет кого-то, ну пусть будет так. Если это, конечно, кого-то согреет. Сейчас очень много критики в отношении действий России в этой войне. На фоне, тут же опять, да, вот этот Федоров, там армия, он же вроде как идет, ну, уходит вот эта вся, скажем так, интрига на фоне чего? Успехов, побед, которые расписали до неба перед саммитом НАТО и так далее. И в этот период в российском сегменте очень много критики, мол, а чего вы ничего не делаете, а что такое, а где там удары, одни требуют какие-то мощнейшие удары по туннелям, мостам, везде, да? Другие наблюдают и говорят, смотрите, ну мы в принципе уже заступили за эту черту, потому что Одесский, Дунайский вот этот регион, да, портовая инфраструктура выносится ежедневно сейчас. Сегодня тоже прилетело в Николаев, погибли 2 украинца на одном из западных судов. Суда подходят, ждут очередь в порт, их атакуют. Еще кто или в самом порту атакуют и так далее.
экспорт уже там пшеницы, семечки, вот это все. Кернел говорит, тяжело, все, не можем, разбили элеватор. То есть это тоже идет постепенно, но все же хотят яркой картинки сейчас. Если объективно оценивать действия России, набор действий России, как вы думаете, насколько этап этой эскалации сейчас соответствует периоду времени в этой войне? Потому что явно уже многие расписали тезис о том, что вот этой эскалацией управляет Запад. Да? Ну, давайте мы будем исходить из того, что Россия и Путин – это не про эмоции. Это про холодный ум и про расчет. Вообще, я так, знаете, невольно пришел к выводу, слушая, по крайней мере, украинские телевизионные каналы о том, что математика и логика – это москальские лженауки. Поэтому им это не интересно. Да? У них вот все там медийное, вот это вот все, мы там перемога, потужность там, и все такое прочее. Если быть объективным, вот одна из целей, которая была поставлена в рамках этого плана давления на Россию через дроны или ракетно-дронные атаки, это дестабилизация российского общества. Я просто хочу понять и задать вопрос. Вам это зачем? Я имею в виду Украине и украинскому режиму. Вы вообще знаете российское общество? Вы даже не представляете, насколько российское общество гораздо более радикальнее по отношению к украинскому конфликту, чем российская власть и правительство. Гораздо более радикальнее. Вот эти вещи, которые вы озвучили, да, вот, например, то, что сказал я, Банковая, Верховная Рада, правительство, сам Зеленский, да, вот, ядерный удар, это же все звучит, это обыватели, обычные люди говорят, слушайте, надо заканчивать уже со всем этим. И предлагают гораздо более радикальные формы решения этого конфликта, чем те, которые мы видим сегодня. Вам точно нужно, скажем, провоцировать и эскалировать конфликт для того, чтобы эти настроения набирали все больше обороты и влияли как-то на принятие политических решений. Но я не уверен, что надо так поступать. Но тем не менее, мы же исходим из того, что эскалация конфликта идет со стороны Запада. А для Запада им абсолютно все равно. Они, Запад, считают Украину своим временным активом. Но они об этом никогда не скажут украинцам ни слова. Они считают этим временным активом, который они могут утратить. А если они его могут утратить, пусть он лучше сгорит. Вот прям до пепла. Вот дотла пусть горит, но чтобы он России не достался. В этом их логика. Я хочу задать вопрос украинцам. Нам это зачем? Нужно? Нам это нужно? Я, честно говоря, не знаю. Тут надо бы подумать как-то, да, задуматься. А что, собственно, происходит? Кто бенефициар всех этих эскалаций? Кто от этого получает пользу? Точно не киевляне, не харьковчане, правда? И не одесситы. Потому что то, что летит в ответ, это больно для них. Но поверьте мне, это совсем не больно для Запада. Вообще надо понять одну простую вещь. Их граница обороны Запада, Европейского Союза, проходит по западным границам Украины. По западным границам Украины. Стену дронов, которую они финансируют и выстраивают, они выстраивают по западным границам Украины, не включая саму территорию Украины. Понимаете? Поэтому у них есть свой интерес. И, кстати, когда они говорят о том, что Украина должна еще 2-3 года воевать для того, чтобы они успели подготовиться к войне с Россией, это чушь собачья. Потому что за 2-3 года Европа не сможет подготовиться к войне с Россией. Объективности ради надо признать, что в мире существуют 2 армии. 2 современных армии, которые и умеют и имеют опыт ведения войны. Это украинская и российская. Ни американская, ни европейские армии такого опыта не имеют. Понимаете? И они, конечно же, не хотят, чтобы этот конфликт состоялся. Не хотят. Но при этом они провоцируют эту ситуацию, сознательно идут на эскалацию в надежде на то, что они могут каким-то образом принудить пойти на определенные уступки и выйти на такое решение урегулирования вопроса, при котором все сохранят лицо. Хотите, я вам скажу, какое это
будет решение, которое устроит всех внешних игроков. Очень интересно. Вот смотрите, они все хотят решить за счет Украины. Они все хотят решить за счет... Это что-то новое? Нет. Всегда в такого рода спорах все решается за счет слабой стороны. Кто в этой ситуации слабая сторона, окажется Украина. Как это можно будет решить? Как это можно будет решить, чтобы все это устроило западных партнеров? Ну вот сейчас у нас скандалы внутри Украины политические. Не знаю, во что-то больше это выльется или меньше, но в конечном итоге мы выйдем, в конечном итоге, как это закончится для Украины, это закончится самым страшным для нее вариантом. Когда Украина не будет членом Европейского Союза, и Украина не будет оккупирована Россией. И Украина останется один на один сама с собой. И тогда из всего того, что произошло с нами, мы сможем сделать вывод, что вот эта европейская жадность породила украинскую бедность, с которой нам придется жить очень-очень долгое время. А те, кто позиционировал как себя надежными союзниками Украины, сделают вид, что они нас не замечают. И будет Украина жить в таком режиме долгие десятилетия. Она перестала быть высокоиндустриальной страной, превратится в аграрную страну, и там, в общем-то, большого количества населения не нужно для аграрной страны. Просто экономика этой страны не сможет содержать такое количество населения. И вот со всем этим нам придется жить. Понимаете? Если кто-то там, условно говоря, на украинском телевидении, я не хочу просто их пропагандировать, да, продвигает идею того, что Россия хочет захватить Украину, лишить ее суверенитета, независимости и вычеркнуть ее с карты мира, то это совсем не так. Это совсем не так. Идея, что Россия хочет выдавить всех украинцев с этих территорий, это тоже не так. Это подтверждается фактом того, что ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в Херсонской, ни в Запорожской области этого не происходит. Я вам больше того скажу. Сейчас, конечно, уже чуть поменьше, а вот еще буквально несколько лет назад по городам России, в Москве в частности, а уж по трассам я вообще не говорю, столько украинских машин колесило с украинскими номерами, что вы даже себе не представляете. Киевских, Ивано-Франковских, каких я тут только не видел. А я просто хочу спросить, вот скажите мне, можете ли вы допустить, что гражданин Российской Федерации может сесть на автомобиль с российскими номерами и приехать в город Киев? Нет, это... Можете себе такое представить? А здесь это сплошь и рядом. Они до сих пор ездят машины на киевских номерах. Понимаете? И никто к ним не пристает, и никто их не избивает, и никто их не выгоняет. Да, наверное, может быть, по трассе где-то со стороны сотрудников есть какое-то внимание, досмотрят, может быть, машину, что-то еще, какие-то процедуры есть. Но никто этих людей не трогает. В отношении украинцев нет никакой агрессии. Поэтому вся эта пропагандистская машина, которая подстрекает украинцев к тому, что надо идти воевать только потому, что нас хотят лишить суверенитета и независимости. Слушайте, нас лишили суверенитета и независимости политические элиты Украины. Это они взяли этот суверенитет и независимость и повезли его на европейский базар. Причем в тот момент, когда с европейского базара уже все уезжали, а Украина поехала на этот европейский базар. Понимаете? В отношении субъектности, так субъектность не зависит от масштаба территории. Есть маленькие страны, которые субъектны, а есть огромные страны, которые не субъектны. Наверное, причина немножко в другом. И мы, к сожалению, упустили несколько шансов не допустить всего того ужаса, который приходится сегодня переживать. Я говорю о Минске, я говорю о Париже, и я говорю о Стамбуле. Мне даже сейчас как-то неловко, Саш, мне даже, я не знаю, как это, можно ли об этом говорить, но минские договоренности предполагали Донбасс в составе Украины на правах автономии. Ну, как это вот сопоставимо с теми условиями, которые приходится обсуждать сегодня? Ну, вы же понимаете, что это был упущенный шанс? Ну, безусловно. А в Париже с приходом Зеленского, ну, была надежда на то, что человек пришел с идеей мира, да? Был же абсолютно четкий план. Было все согласовано, парафировано, все определено. Причем по вооружению, по всем видам вооружения, на какие расстояния разводим. Это же все согласовывалось в рамках переговорного процесса. Да. Прилетает Зеленский, корчит гримасы и выходит ни с чем, да, с отказом от принятия решения о разведении сил и средств. Было ли это решение принято под давлением или нет,
Слушайте, вот знаете, я когда слышу эту историю, да, по поводу там премьер-министра Британии, Лохматова этого Джонсона, да, вот, дескать, Украина готова была заключить мир, но вот прилетел премьер-министр Британии и сказал, давайте будем воевать. Это Арахамия нам об этом рассказывал. Да мне плевать, кто прилетел на Украину. Джонсон прилетел или сам Байден прилетел. Любое политическое решение, которое было принято украинской властью, это ответственность украинской власти. На них может давить кто угодно. Джонсон, Байден, Мерц, там, Макрон, я не знаю, кто угодно. Но если вы принимаете такое решение, ошибочное, которое приводит к таким последствиям, это ответственность не Джонсона и Байдена. Это ответственность украинской власти. Это ответственность Зеленского, который принял такое решение. Поэтому в этом плане рано или поздно, конечно, войны все рано или поздно заканчиваются. И очень многое, ну, я думаю, будет понятно для украинцев уже по завершению этого конфликта. Ну, всего этого еще нужно дождаться. К Спиридон большому Павлович, сожалению, пока предпосылок к завершению конфликта я не вижу. позавчера, кажется, новость прошла, что в России зарегистрирована торговый, ну не марка, там называется торговый знак, называется «Дух Анкориджа». Парфюмированная вода, сладкие напитки и так далее. Дух Анкориджа жив? Как вы распаковываете это понятие сейчас? Мы вот близимся, Значит, скоро совсем будет ровно да, год, как да. встретились. Вот послушайте теперь, что я вам скажу. Давайте мы дождемся 3 августа. Тут же совсем немножко осталось, правда? Ну, сколько тут? Пару недель осталось. Давайте дождемся 3 августа. Я думаю, то, что будет говорить Дональд Трамп после 3 августа, очень сильно не понравится Зеленскому и его западным партнерам. Можно ли это говорить о духе Анкориджа или нет, это вы судите сами. Но не надо вынуждать Россию предпринимать такие формы, методы ведения войны, которые будут такими, чтобы от Анкориджа даже духа не осталось. Ну вот не надо, потому что на самом деле, знаете, можно все что угодно говорить, но потенциал России военный огромный, и он несопоставим с тем, чем обладает на сегодняшний день Россия и даже Европа в целом, если мы обсуждаем в том числе ядерный потенциал. Понимаете? Поэтому лучше не надо. К тому же, давайте мы будем исходить из того, что мы говорим, это война на истощение. Но давайте мы посмотрим на Россию, посмотрим на Украину. Но Россия энергодефицитное государство, Украина энергодефицитное государство. Россия энергоизбыточное государство. Вы знаете, что вот после всех этих атак на нефтепереливные терминалы и так далее, экспорт российской нефти в первом полугодии увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года. Ну, это же цифры, но математика это же уже наука, да? Чего на это обращать внимание? Вот, поэтому с этой точки зрения, если мы говорим о войне на истощение, то, конечно же, ресурсная база России гораздо сильнее и мощнее, чем ресурсная база Украины, которая напрямую зависит от доброй воли западных спонсоров. И в любой момент может прекратиться. Понимаете? Это риск, безусловно. Кто-то этот риск учитывает? Нет. Абсолютно. Об этом даже никто не думает. Почему-то они уверили себя, что поражение Украины это будет поражением Европы, поражением Запада. А я вам приведу сценарий. Предположим, вот мы сегодня видим картонки, да, Майдан. Предположим, завтра произойдет какое-то событие, которое все-таки вынудит людей выйти на Майдан. Вот вынудит людей. Это же было в истории нашей дважды. Почему это не может произойти трижды? Давайте предположим, завтра так и произойдет. Выйдут люди на Майдан и вспомнят все. ТЦК, коррупцию, Миндича, все что угодно, да? И вот начинается на Украине Майдан. Хороший это результат для европейских партнеров. Прекрасный. Прекрасный. Почему? Объясню почему. Объясню. Потому что европейцы абсолютно будут объективны, и это будет абсолютной правдой, скажут, слушайте, мы все, что могли, для этой страны сделали. Мы обеспечивали их финансовыми ресурсами. Мы поставляли им вооружение. Но этот коррумпированный режим вывел людей на площади. Но мы не смогли побороть. Единственное, чего мы не смогли сделать, это побороть коррупцию внутри Украины. И это побудило процессы, которые привели к очередному Майдану. И все. И все. Кто? Ну, кто будет в этом виноват? Украинская власть, украинская коррупция. Правильно? А как европейцы скажут, а что? Ну, мы все же могли
Мы пытались, мы помогали, мы делали. Это правда. И это правда. И привет. Так а что делать А с дальше, долгом, а дальше, а дальше который как на переговоры. собаке блох долгов на Украине? А Что с ними делать? с кем? Ну, тут же смотрите, какая логика. Я, кстати, замечаю сейчас вот нас... Ну, вот был период, это после нулевых, кажется, это началось, потом там десятые. Помните, вот инфо-цыгане везде. Раньше Да. были инфо-цыгане типа Кашпировский, маги, там было модно, да, а потом определенный период, там вот это все с такой логикой, да, вот с такой философией. Это же инфо-цыганство. То есть, если мы взяли в долг у Европы, то Европа обязана позаботиться о том, чтобы мы этот долг смогли отдать. Вот по какому принципу живет сейчас Украина. Поверь мне, для 50 стран Европейского Союза финансирование в размере 100-200 миллиардов – это сущие копейки. Для них это не имеет большого значения. Это история не про деньги. Это история про геополитическое влияние. Это история про безопасность в Европе. Это история про то, кто станет призом в этом противостоянии. Европа хотела сделать призом Россию, а теперь становится призом сама. В этом проблема. И если на каком-то этапе Европа для себя осознает, а уже предпосылки к этому есть, что надо все-таки вести диалог с Россией, можете не сомневаться, компромиссы с Россией будут достигнуты за счет Украины. Можете в этом не сомневаться. И сколько бы там Зеленский не визжал и не кричал, никаких реальных инструментов влияния на это у него нет. Нет. Он король, но только голый. Понимаете? Человек, который управляет страной без экономики, без ресурсной базы, без энергетики. Он никто. В Ваши, плане ваши слова геополитического влияния. подтверждает вчерашний материал в Евроактив, где описывали пребывание Урсулы, когда ей орден вручали. И вот они собрались в Интерконтинентале, она там рассказывает журналистам своим, тут тревога. Дрон летит, этот дрон сбили, но она вынуждена была спуститься в подвал, и вот описывает в этом материале сам этот эпизод. Плюс вот такой какой-то такой, как они обменялись такими словами друг дружке, Урсула и Зеленский, что Урсула говорит, что, ну да, надо там рано или поздно приходить к компромиссу. А Зеленский говорит, да, но мы, в общем, все будем разбиты, и Россия, и Украина, но у Украины будет на один вдох больше. И вот как он видит компромисс. И это все описывает Евроактив. Ну, я близко к тексту, там, без таких моментов. Ну, Зеленский рассчитывает, что все-таки призом все-таки останется Россия. Вы же знаете этот анекдот про старика, да, который пришел к урологу и говорит, вот там мой сосед хвастается, что у него все получается, а у меня вот ни черта не получается. Он говорит, сколько вам лет? Он говорит, 70. Ну так, батенька, и вы говорите. Но говорить это одно, а реальность, она совершенно другая. Понимаете, одно дело, когда ты под влиянием, да, вот этой вот информационной машины, этого информационного купола, который тебя эпизодически выбрасывает яркую картинку и пытается тебя убедить в том, что есть некий успех и победа, да, и ты искренне в это веришь, потому что хочешь в это верить. Это одна история. А реальность, она совершенно другая. Поэтому, ну, тут, знаете, очень многое зависит от ответственности политиков. Я-то считаю, что на Украине абсолютно безответственные политики, которые пытаются манипулировать общественным мнением и делают это профессионально, надо признать. Но, тем не менее, они манипулируют общественным мнением, а значит, они не говорят всей правды о том, что происходит на самом деле. И за счет этого они удерживают свой режим и будут делать это бесконечно долго, настолько, насколько у них получится. А в отношении той идеи выхода из этого конфликта, я имею в виду в отношении Майдана, я не случайно об этом сказал. Потому что, ну, на самом деле, если кому-то кажется, что это невозможно, то я, ну, дайте мне, если я в чем-то не прав, я оцениваю протестный потенциал Украины сегодняшний гораздо выше, чем протестный потенциал двух предыдущих Майданов вместе взятых. По количеству накопившихся проблем, несправедливости, унижению и всему остальному, что происходит сегодня. Гораздо выше. Поэтому поверьте мне, если в какой-то момент нужно будет искать выход из этой ситуации, вы просто увидите, насколько циничны те политики, которых сегодня боготворят на Украине. Я имею в виду европейские политики.
Они очень циничные люди и абсолютно спокойно реализуют все, что касается их интересов, они все это реализуют за счет той самой Украины, даже не обращая внимания на все те возгласы, которые оттуда будут звучать. Они это с удовольствием сделают, и, поверьте, даже колебаться в этом плане не будут. Вообще, конечно, срываются маски в последнее время. Причем я просто два примера приведу. Пример первый. Короткий достаточно, но материал в Захиднет о том, что дроновода нашли с простреленной головой без органов, да, и семья в шоке. И это все как бы... И сколько таких случаев, да, когда... там как говорят, это почему без органов? Потому что там длинный путь доставки, там еще чего-то, еще чего-то. То есть трансплантология черная опять она прям проявляется. Это на фронте. Это вот что касается сермяжной такой правды. Вот все, я помню, плевались от биолабораторий, помните? А потом говорили, это все враки, это все ерунда. А сейчас вот это потихонечку начинает черная, еще более чернушная сторона вылазить этой войны. Ровно точно так же и как о природе власти. Природе власти. Мы с вами из Луганска, там своя была история, да, там Доброслав, перестрелки, бандитизм. Такая история была в каждом крупном городе. Это у нас. Говоря. У нас такая была. У нас тоже была, но она была везде, да. Примерно вот такая история. Так вот, это нечто. То, что сегодня бывший посол Украины на Кипре рассказал, придя к Гончаренко. А тот выбрал очень такую правильную позицию. Он всех зовет на это ТСК. И со всеми там вот это беседует. Да? И это вроде как и официально, и вроде как и шоу для него, и так далее. Но тут не до шоу. Сергей Нижинский, он в этом году ушел со скандалом, и он делает неимоверное заявление. Значит, заявляет, что госсекретарь Александр Карасевич требовал от него назначить консулом гражданина Кипра, обвинил, собственно, этого гражданина Кипра, также его кума, в том, что бывшего посла и офицера по безопасности он прям создал преступная организация, ОПГ настоящая, там, на Кипре, понимаете? И говорит, что обратился в НАПК через МИД, все по закону делал этот Нижинский. И 11 июля его полномочия закончились, он должен был возвращаться домой. Но, по его словам, спецслужбы Британии, Нидерландов, Польши и Италии сообщили ему, что он должен срочно изменить рейс, на котором его планировали похитить во время якобы из-за пресечения действия вот этой ОПГ. Если со мной что-нибудь случится, кровь за мою ликвидацию будет на руках главы МИД Сибиги, который не защитил мою семью. Пусть я буду первым и последним, но пусть все знают о коррупции в МИД, обо всех схемах и фамилиях. Фактически он назвал заказчиком убийства Сибигу. Добрый вечер, Спиридон Павлович. Навоевались. Исполняющий обязанности, который сохранил свой пост. Видите, как кучно пошло, да? Теракт в Монако. И с первой минуты обвинения в адрес украинской ГУР или украинских спецслужб, скажем так. Да? И я, кстати, думаю, что вот эти вот все ротации в правительстве, сейчас тема Федорова немножко заглохнет, и я думаю, очень серьезные кадровые решения придется принимать по силовикам, потому что очень многие из них сопричастны к проведению террористического акта на территории Европейского Союза. И я думаю, это не первый и не последний теракт, который мы там наблюдаем, да? Вот. И, естественно, надо будет как-то зачистить, все-таки кадрово зачистить, да, все структуры, которые так или иначе сопричастны к этому теракту, для того, чтобы Украину впрямую не обвинили в том, что она свои спецслужбы использует для проведения террористических актов на территории европейских государств. И, кстати, вы обратили внимание, как быстро переквалифицировали, да, этот террористический акт в попытку покушения? О какой попытке покушения идет речь, если там взрывают, да, условно говоря, рюкзак со взрывным устройством, которое абсолютно непредсказуемо могло нанести ущерб гораздо большего масштаба и повредить и угрожать жизни гораздо большего количества людей. Это в чистом виде террористический акт. Но исходя из того, что Монако это же все-таки, такая, знаете,
как бы остров благополучия, да, такой вот мирового масштаба. Поэтому как можно на этом острове, на этом островке счастья и благополучия допустить проведение террористического акта? Ну, давайте будет покушение на убийство. Ну, хорошо. Я послушал, кстати, того же Ермолаева, да, вот сейчас вы сказали об этом случае, да, вы обратите внимание, да, и Ермолаев, выступая, дает, фактически комментируя все это, обвиняет украинские спецслужбы жестко, довольно жестко, да, но при этом, опять же, апеллирует к президенту. Ну, комплементарно, скажем так, высказывается в адрес президента. Я хочу спросить, кто-то вообще допускает, что работа украинских спецслужб могла проводиться без информирования первого лица государства на территории Европейского Союза? Ну, вообще это себе представить можно? Ну, очень трудно. Я это себе вообще не представляю, как это возможно. Поэтому, конечно, ко всем этим, ну, абсолютно незаконным, бандитским, террористическим методам ведения бизнеса и войны, ну, на самом деле, конечно, сопричастно высшее военно-политическое руководство Украины. Точно так же, как всплывает, например, там по Северным потокам. Ну, та же самая история. И я думаю, что таких историй гораздо больше. Просто эта история попала в публичную сферу. Сколько там людей закопали, и никто о них не знает, мы даже догадываться не можем. Ну, с учетом того, что это женщина, которая была задействована в террористическом акте, я вас уверяю, она же ехала на Украину в ожидании ордена. Она была убеждена, она была уверена в том, что она работает с украинскими спецслужбами. И это реально было так. Понимаете? Это было реально так. Она, по всей видимости, ехала на Украину в надежде на то, что ее поблагодарят, ей вручат орден. Ну, ее вывезли в посадку и расстреляли. Сколько таких людей по всей там Европе? Ну, босс и маленькая тележка. Спиридон Келинкаров был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.